Всем привет! Рада снова видеть вас на моем канале. Да, я давно не снимала видео, поэтому, чтобы не теряться, приглашаю вас присоединиться к телеграм-чату для хэндпокеров. Там опытные мастера обмениваются знаниями, а также отвечают на все интересующие вопросы начинающим хэндпокерам. Также, если ты хочешь начать с нуля, я могу провести индивидуальную беседу по погружению в мир хэндпока, а также в тату в целом. Ну а сегодня мы поговорим об иглах. Часто начинающие хэндпокеры не знают, с каких игл им начать и как вообще понять, какие нужны. Я не буду углубляться в обзоры брендов и объясню только техническую сторону вопроса. Иглы делятся на виды по способу применения, размеру и заточке. Способ применения подразумевает то, для чего мы используем ту или иную иглу. Сюда входит контур, тень, закрас. Это основные способы применения, и для контура мы используем RL. Это означает Round Liner. Для тени нам нужен RS, это Round Shader. Для закраса мы используем Magnum или Round Magnum. Он обозначается как M или RM. Это основные три сегмента. RL это такой пучок, собранный в круг. Толщина контура зависит от количества игл в пучке. Если нам нужен супер тонкий контур, то мы берем 1 RL и получим очень тонкий контур толщиной как волос. 1 RL это одна игла. Толстый контур получится, если мы возьмем 14 RL. В арсенале нужно иметь 3 RL для утоньшений либо маленьких точек, 7 RL для тонкого контура, и можно взять 14 RL для толстого контура, либо использовать 11 RS. RS шейдер? Да, если пройтись пару раз шейдером, можно получить четкий толстый контур. Далее, если мы делаем тень или переход от закраса к чистой коже, то есть градиент, мы можем использовать шейдер. Размер такой иглы будет зависеть от масштаба самой татуировки. Шейдер тоже представляет из себя круглый пучок игл, но в более широкой спайке. Если в случае с RL пучок очень тесный, иглы находятся близко друг к другу, то в случае с шейдером пучок будет пошире, то есть между иглами будет пространство. И такой иглой можно делать мягкие тени. Далее у нас идет закрас. Закрас я тоже предпочитаю делать шейдером, но в этих целях можно также использовать и магнум. Магнум это более плоский пучок, который чаще всего идет в 2 ряда, но чаще его используют в машинной татуировке, нежели в хэндпоке. Итак, подытожим. Для начала вам нужно приобрести 3 RL, 7 RL, 14 RL и 11 RS. Все это есть в моем наборчике для хэндпока, вместе с инструкцией, как пользоваться всем этим добром. Теперь я расскажу про заточку игл. Что же означают эти циферки? У игл бывает разная толщина заточки, и они обозначаются цифрами перед размером иглы. То есть здесь, если 10,09 RL, это означает 9 RL, 9 игл в пучке. Здесь 3 RL, это 3 иглы в пучке. 10 это означает заточку. И какие бывают виды? Те, которые я знаю, это 0,25 мм, 0,30 и 0,35. То есть 0,25 это самая тонкая заточка, и она обозначается как 0,8. Здесь у меня нету 0,8, но идет 0,30, это 10, обозначается как 10. Вот, 12 это 0,35 миллиметров. Соответственно, она толще. А здесь у квадрона прямо написано 35, то есть уже проще понять. И это все варьируется от бренда, то есть разные бренды пишут по-своему, но в целом общие обозначения идут такие: 8, 10, 12, 0,25, 0,30 и 35. Это для того, чтобы вы могли понять, насколько толстым будет в итоге прокол. Также отдельно могу сказать про иглы от Larblatt. Здесь вот прямо на упаковке расписаны такие моменты. Здесь есть такой вид, как True Liner. То есть это идет как RL, но у них свой фирменный вид, поэтому он пишется как TL.
И здесь написаны калибры. Вот 3 тейл, 5 тейл. Здесь идет 0,35 миллиметров. Medium taper. Это значит, что кончик будет, заострение будет среднее. Есть также заострение короткое small taper и длинное long taper. Естественно, здесь все на коробке написано, поэтому на упаковке от иглы здесь только размер, количество игл в пучке. Какими я пользуюсь, то есть такой квадрон, самый нормальный, Hurricane, среднее качество, и самые простые иглы. В принципе, самый бюджетный вариант, если вы не хотите для начала тратить много денег, можно обычные китайские взять, просто попробовать для себя. По качеству они, конечно, отличаются, какими-то проще работать, какими-то сложнее. И вы это уже можете выяснить на собственном опыте и подобрать для себя, какие вам нравятся больше. Ну и покажу, как выглядят сами иглы. Здесь вот Bloodbladовский тейл, он выглядит вот так. Это 1 RL квадрон, здесь одна иголочка, 11 RS. Это 3 RL, здесь 3 иголки, 9 RL. Когда открываем иглы, открываем с этой стороны, со стороны ушка. Либо продавливаем ушком, либо вот здесь вот есть хвостики. Ссылки на вышеупомянутый чат и мой инстаграм для заказа и беседы я оставлю в описании. Ну а вы ждите видео с разбором содержимого набора и истории его создания. А также не забудь подписаться и поставить лайк этому видео, ведь только твой фидбэк позволяет мне понять, стоит ли мне дальше записывать полезные видео. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за просмотр. Пока. Если вам понравилась фоновая музыка, подпишитесь на мое бобро. Ссылка в описании.